Многие жалуются на то, что в ПВ невозможно развить персонажа без вкладывания в него денег. ПВ-сервер Атланта может поспорить на этот счет. Тут ты сможешь добыть R9, круг плюс 12, плащ вознесения и кучу других сочных шмоток, не вкладывая в своего персонажа ни копейки. И сделать это всего за несколько месяцев. Серверу уже 7 лет, что говорит о его надежности. ПВ-сервер Атланта, ссылка в описании. Здорово, чуваки! Вы на канале Cyberspace. Это третий гайд на Аурагона. Я уже делал 2 гайда на 2 разных измерения на Аре. Если не видели, ссылки будут вверху и в описании. Ну а я приступаю к последнему измерению. Ганг Пожиратель Света, или в простонародье Кусты. После активации квеста появится 8 кристаллов, их нужно выкопать одновременно. Так что 8 человек в пати по команде одновременно копают, а 2 самых юзалос типа могут постоять в стороне, ну или ливнуть нахер. Блять, выходи отсюда, сука, убью нахуй, блять! Уходи отсюда, блядь! Пошел вон! После выкапывания кристаллов по кругу всего подземелья начинает ходить босс с иммуном. Ему нельзя попадаться на глаза, иначе вам пизда. Нужно прятаться от него в кустах, они добавляют плюс 55 к скрытности. Другими словами, пока вы в кустах, вы в инвизе. И тогда он просто не видит вас и проходит мимо. Если в пати есть кто-то с мощным питомцем или мега жирный оборотень, то они могут подержать босса на себе и выжить, пока группа будет делать все остальное. Пробегаем чуть дальше от места, где были кристаллы, и находим печь. В нее нужно насыпать семки. Призрачные семена называется итем. Они выкапываются с цветков недалеко от печки и выбиваются с мобов. У одних физимун, у других магимун. Бьются они легко, сильно не дамажат. Всего нужно 50 семян. В печь они закидываются через квест по 5 штук за раз. Это может делать любой сопартиец, а не только ПЛ. Количество закинутых семян можно отслеживать в квесте взнос. А теперь начинается самая жопораздирающая часть этого измерения, которую ненавидят все, и та, из-за которой все не хотят проходить кусты и перезапускают данж, если они выпадают. Нужно изготовить гранулы призрачного зрения в этой печи. Для этого нужно развести огонь и поддерживать его в течение минуты. Что это значит? Это значит, что нужно глотнуть кофе и потом продолжить. Извиняюсь за кофе. Хотя нет, не извиняюсь. Я люблю кофе. При запуске квеста изготовления гранул вокруг печи появятся 3 огня с полным хп. И сразу же бафнут себя на плюс 100% к хп. После чего у них естественно будет 50% хп. Они будут постоянно разгораться, а именно регенить себе хп. А наша задача поддерживать уровень жизни шаров на 50% и не убивать их. На шары можно поставить 3 человек по одному на каждый. Можно поставить мага с каруселью. Именно мага, а не стража. Потому что карусель мага может работать и без оружия, а его почти всегда приходится снимать, так как хп у шаров мало и есть риск их убить. А если дамага все равно много, то приходится снимать и кольца, книги, карты и все что угодно, чтобы не сливать шары. Либо можно поставить друида, у которого есть гарпия. Гарпа очень хорошо справляется с шарами, но я бы предпочел дать по шарам тому, кто придумал это измерение. И вот так. Но сейчас не об этом. Далее, после того, как мы определились, кто стоит на огнях, ставим одно тело на квест. И когда на экране будет всплывать подсказка, он должен будет в печке взять квест равномерный жар и выбрать призвать ветер или использовать воду, смотря что напишет на экране. И помимо всей этой дискотеки, рядом будут еще появляться 3 моба, которые будут станить и типа пытаться разрушить печь. Их нужно естественно сразу же убивать, иначе они могут запороть весь процесс. Этим уже занимается остальное пати. Именно на этом этапе люди сидеют, переживают внутрижопный инсульт, уничтожают нервную систему, а некоторые даже испытывают остановку ануса. Потому что, как показывает практика, это измерение отличный тест на вычисление даунов, которые вместо мобов начинают бить шары и сливают их, бьют массами и опять же сливают шары, не юзают квест когда надо, или юзают, но не тот, несмотря на то, что на экране все написано. В общем, на этом этапе прохождения начинается сущий ад, если в вашей команде люди, не имеющие представления о том, что такое мозг и как им пользоваться. Если вам повезло и неандертальцы в вашей пати каким-то колдунским способом научились думать и вы изготовили гранулы, то проходим данж дальше. Берем эти самые гранулы в печи через квест получить гранулы. Взять их может любой член группы. Бежим дальше по данжу и юзаем правой кнопкой мыши взятые гранулы, чтобы увидеть мобов в инвизе, призрачных всадников. Их нужно убить всего 4 штуки. Они не сильно опасны и убиваются довольно быстро. Дальше по дороге находим еще одну печку и берем в ней маску с Мемфиса. Кто-то один, всем брать не нужно. Пробегаем дальше, одеваем маску, превращаемся в дворника и подметаем пол.
Нет, наебал, не подметаем, а говорим с любым из пожирателей душ. После разговора появятся их копии, которые нужно убить. Если повезет, то не появятся. После чего тут же рядом появится призрачный фонарь. Выкапываем его и возвращаемся в начало подземелья. Там будет стоять черный столб. Его нужно выкопать тому, кто копал фонарь. И на его месте появится зеркало вечности, и за ним 9 печатей. Нужно будет активировать все печати, кроме тех, о которых напишут в чате. В моем случае это было 1 и 9. Чтобы активировать печать, нужно 5 змеиных костей. Они выбиваются со змей тут же рядом. Они имеют физ-иммун. Активировать печать может кто угодно, не только лидер группы. Когда все печати будут активированы, появится ловушка для босса, который бродит по кругу. Бежим на второй остров в центре данжа и ждем, пока этот РБ наступит в нашу какашку. Когда наступит, он появится тут уже без иммуна, и наша задача его убить. Он периодически бьет огнем, но по всему острову раскиданы ледяные кристаллы, рядом с которыми вы получаете иммунитет к огню. Так что подтаскиваем РБ к кристаллу и бьем возле него, пока он не растает. А потом бежим к другому и так пока не убьем босса. Также он расталкивает, так что у края скалы стоять не стоит. И периодически хилится, но друид со своей чисткой может засунуть этот хил ему в задницу, а там он не работает. И после убийства Ганга прыгаем вниз к Аурагону. Как его убивать, я рассказывал в первом ролике. Если не видел, ссылка в описании. Welcome! Если ты досмотрел ролик до этого места, то напиши мнение о гайде в комментариях, чтобы я понимал, что ты крутой чувак, который смотрит мои ролики до конца. И не забудь поставить большой жирный лайк и подписаться на канал, если ты этого еще не сделал. Всем пока!